Здравствуйте, друзья! Рада вас видеть на канале Греческой кухни. Очень часто в своих рецептах я использую греческий йогурт. Я с вами поделюсь сегодня рецептом, как можно в домашних условиях приготовить йогурт. Рецепт приготовления очень прост и нужны всего лишь два ингредиента – молоко и йогуртовая закваска. Сперва нам надо будет вскипятить 3 литра молока. Если молоко магазинное, тогда надо его варить где-то 20-25 минут на маленьком огне. А если молоко домашнее, надо только довести до кипения. Я взяла 3 литра молока с магазина и варила 20 минут. Молоко надо обязательно сварить, чтобы выкипела вся вода и осталось более концентрированное молоко для йогурта. После 20 минут оставляем молоко, чтобы остыло до 40-45 градусов. Если нету градусника, раньше делали так, ставили в молоко маленький пальчик, чисто, конечно, маленький пальчик и считали до 10. Если было терпимо, тогда уже можно было квасить молоко. Не знаю, если у вас в магазинах продается йогуртовая закваска в каплях. У нас есть, но я никогда не пользовалась, не знаю. Я беру обыкновенный йогурт с магазина. Это начало, это мое начало. Беру обыкновенный йогурт с магазина, и на нем должно написано «живой йогурт» или «живая лактобактерия». Если вы найдете живой йогурт в магазинах, возьмите. И расчет, чтобы сделать йогурт, это на 1 литр молока 2 столовые ложки йогурта. Я на 3 литра йогурта, который хочу сделать, разбавила 6 столовых ложек йогурта. Разбавила сперва отдельно потихоньку с теплым молоком и потом добавила обратно в кастрюлю. Йогуртовая смесь уже готова. Я беру маленькие баночки, порционные, и наливаю туда эту смесь. Половина йогуртовой смесью налила в 4 баночки, а остальное я заквашу в глиняную посуду, чтобы потом могла сделать сцеженный йогурт. Любую посуду, где мы будем делать йогурт, надо плотно закрыть. Или крышки в баночках, или вот как я здесь, кувшин закрываю пищевой пленкой. Перекладываю банки и кувшин на противень. Противень я беру только для подстраховки, чтобы если что-то случится и так далее, чтобы не испачкался одеяло. Обычно я йогурт делаю на ночь, потому что должен постоять под теплым одеялом на 7-8 часов в холодное время года, а в жаркое время года на 5 часов максимум. После этого, после 5 часов летом и 8 часов зимою, надо поставить в холодильник минимум на 4 часа. Чтобы сделать стеженный йогурт, или то, что во всем мире говорят греческий йогурт, надо взять марлю в 3-4 слоя, или у меня, вот как у меня есть тюль, это я в 2 слоя сложила, поставить на дуршлаг, и под дуршлагом еще одну посуду, чтобы там собиралась вода, которая будет выделяться. Ставлю, наливаю, или как это называется, на тюль, и оставляю в холодильник где-то на 5-6 часов, чтобы стекла вода. Как вы видите, вода уже начала стекать. А другой йогурт, который я приготовила в баночках, уже можно кушать. В Греции можете увидеть, можно кушать по-всякому. С медом, с вареньем, с фруктами. Ну, это уже на ваше усмотрение. Вы сами знаете, что вам больше нравится. Лично я предпочитаю мед и овсяные хлопья.
Очень вкусно получилось. Йогурт без кислинки. И теперь уже снимаем пробу от греческого йогурта. Честно вам сказать, везде называют его греческий йогурт, а здесь он называется странгишто, то есть стеженный. Вот какой у нас кремообразный йогурт получился. Очень нежный, очень вкусный. Из него можно готовить, конечно же, дзадзики. Сладости, пирожные можно приготовить, как чизкейк. Если хотите, я могу вам приготовить, хотя он не греческий. Но из греческого йогурта можно его так и назвать. Греческий чизкейк. Не знаю, как часто вы будете готовить йогурт. Мы готовим очень часто, и у нас мы всегда оставляем одну баночку на закваску для следующего раза. Если вы не будете готовить так часто, вы можете поставить в пакетики по 2 столовые ложки на литр и заморозить. Потом, если хотите приготовить, вы разморозите, и это будет у вас как основа для следующего раза, чтобы приготовить йогурт. Я хочу, чтобы вы приготовили и написали мне, как у вас получилось. А еще, хотите, чтобы я приготовила чизкейк из греческого йогурта? Напишите, пожалуйста. С вами была Мария из Греции. Целую, обнимаю крепко. До скорого. Пока.